Всем привет! В этом видео будем собирать камин. Камин с электрической вставкой. Вот здесь у нас есть эскиз, он без размеров. Размеры будут зависеть от размера центральной части, и пропорции мы сами сделаем, так что было приятно на глаз. Сделали разметку для периметра. Это те линии на стене и на полу, по которым будет ложиться направляющий профиль. Верх и низ это у нас обыкновенные короба, а боковые стороны у камина это двухступенчатые короба. Разметку мы делаем пока только для внешних сторон. Внутренние будут сделаны по факту, исходя из размеров электрической части. Прикрутили направляющие профиля по линиям. Это и есть периметр. Нужно заранее определить очередность сборки и профиля устанавливать таким образом, чтобы они не мешали последующей обшивке. То есть нужно заранее определить, что вы будете собирать в первую очередь, что во вторую. Профиль на полу нам засверливать нельзя, поэтому держится он на закладных от стены. Ну вот, собственно, теперь можно и приступать к сборке самой конструкции. В первую очередь соберем нижний короб, как фундамент для всего остального. Закручиваем по торцам гипсокартон, размечаем его горизонтальными и вертикальными линиями. По этим линиям закручиваем направляющие профиля. Затем устанавливаем угловой профиль и собираем каркас для нижнего короба. Нижний короб мы сделали достаточно мощным, чтобы он не развалился, даже если на него встанут ногами. А теперь можно обшить его гипсокартоном. Собираем боковые короба, а конкретно внешние стороны этих коробов. Одну сторону слева и одну сторону справа. Очередность действий та же самая. Разметка профиля, гипсокартон и вшитый каркас. Готовые боковинки соединяем по верху профилем. Это тоже часть конструкции. Следующее, что нужно сделать, это собрать внутренние части этих коробов. То есть установить вертикальные стойки из направляющих, перемычки, выровнять все в один размер и в плоскость и обшить гипсокартоном. Это вертикальная стойка, она еще не закреплена на саморезы, и запчасти для каркаса. С правой стороны уже готовый каркас, готовый под обшивку. После обшивки мы получаем боковые стенки, которые дают уже нам представление о габаритах камина. Внутренние ступеньки мы сделаем в последнюю очередь, а сейчас займемся верхним коробом. Горизонтальная часть имеет не такую простую конструкцию, как боковые стенки. То есть конструктивно верхняя полка и передняя боковинка рассчитаны на воздействие большой вертикальной нагрузки и имеют хорошую стойкость на изгиб. На фасадной части профиля скручены пакетом. Внизу 3 профиля, вверху 2. Усиление горизонтальной полки сделано нашим обычным способом с помощью сдвоенной цд-шки. Сдвоенной по типу двутавровой балки. Вот теперь, когда основной каркас готов, можно выполнить первоначальную обшивку передней части камина.
Я не зря сказал, что это первоначальная обшивка, потому что сам камин у нас, он не плоский. У камина передняя часть радиусная, поэтому и столешница у нас будет радиусная, и передняя часть верхнего короба будет с изгибом. Чтобы найти нужную нам форму, вырезаем кусок гипсокартона по размеру нижней обшивки с запасом. Ставим его внутрь ниши на нижний короб. Сверху на этот гипсокартон ставим камин и обрисовываем его с необходимым отступом. Готовый кусок нижней обшивки используем как шаблон для разметки гипсокартона сверху. Размечаем, срезаем все лишнее и обшиваем верхнюю полку сверху и снизу. Таким образом мы получаем радиусную границу центральной части. Вот она, эта граница. Теоретически, если бы я работал со смесью, то можно было бы вклеить туда полоски гипсокартона и остаток заровнять раствором. Но мне все интереснее делать из железа, поэтому вкрутим туда змейки. Через кусочек гипсокартона отмечаем линию для профиля и вкручиваем туда периметр. На металл закручиваем полоску гипсокартона. Тут очень слабый радиус, поэтому ничего не нужно ни мочить, ни резать. Гипсокартон сам прекрасно гнется. Основная форма камина готова. Теперь нам нужно сделать ступеньки внутри. На эти ступеньки нет никакой нагрузки. Это чисто декоративный элемент. Поэтому и каркас будет упрощенной конструкции. По стенкам, по верху и по низу обычные направляющие профиля. В качестве углового профиля CD-шка. Перемычки здесь не нужны. CD-шка развернута широкой частью в сторону камина, и это тоже не зря. Дело в том, что эти маленькие коробочки обшиваются спереди в один слой, а сбоку в два. То есть первый слой — это основная обшивка, идет до стены, а второй слой — это полоска 6 см, которая идет по CD-шке. Это посадочное место для камина. А вот сзади камина и сбоку должен быть воздушный зазор для циркуляции воздуха. Ну вот, собственно, по гипсокартону и все. Дальше будет уже работа отделочников и декоративщиков. И еще должны подойти мебельщики, взять свои размеры для верхней и нижней столешницы. Мы сейчас установим электрическую вставку внутрь и поглядим, насколько точно мы попали в размер и как она вообще смотрится. Без огня как-то неинтересно. Розетка внутрь не работает пока, она еще не подключенная к щитку, поэтому воткнемся через удлинитель. Как вы видите, камин стоит по бокам, точно в коробе, а сверху есть зазор. Это размер столешницы. То есть, когда мебель будет на месте, камин будет стоять ровно по своему проему. А это белый вариант. Начало декоративных работ. Уже есть обои на стенах, плитка и установлены двери. Вот сейчас, кстати, понятно, почему мы сдвигали каркас. Потому что дверь должна пройти не мимо самого камина, а мимо столешницы, которая выступает еще на несколько сантиметров. И последний кадр — это готовый камин в жилом интерьере. Для меня всегда это приятная неожиданность увидеть, как все это красиво смотрится в конце. То есть черная вставка, оранжевый огонь, белоснежный декоративный кирпич
темный низ и светлый верх. В общем, и пропорции получились удачные, и хорошо подобранные цвета радуют глаз. Лично мне нравится. Ну а на этом всем пока. Спасибо за внимание.